Добрый день, вы на модных практиках, с вами я, Ольга Паукште, и мы продолжаем работать с нашим платьем. К сожалению, комментарии пока я не видела, потому что видео еще не вышло, но в следующих видео обязательно на них отвечу. Мы взяли наше платье, соединили между собой боковой шов. Понятно, что когда мы будем кроить, мы здесь возьмем чуть более ровнее и уже на примерке из основного платья при необходимости чуть-чуть приталим. Ну, либо еще можно взять просто швы чуть побольше, сантиметра по 3. Вот наше платье, и первое, что мы видим, конечно же, это линии, они такие здесь полукруглые, нам их нужно четко выровнять под линейку. Начнем работать с нижнего. Взяла розовый фломастер, прикладываю линейку от начала до конца, и у меня получается вот такая первая полоска. Здесь у нас будет 8 сантиметров ширина полоски, и получается, что вот наша вторая линия. И сразу же мы переходим к спинке. Так как мы за камерой отмеряли от линии пола до нашего нижней вот этой части, то здесь мы уже ориентируемся по вот этой части. Сейчас я проверю булавочками, чтобы был центр. Видите, центр забыли отметить. Учитесь на наших ошибках. Обязательно лучше всего прометать или нарисовать центр. И здесь мы уже соединяем нижнюю точку. Вот она, видите, под линию. Берем, отмечаем 8 сантиметров и рисуем . Переходим дальше. Дальше у нас вот то, что здесь зашитая выточкой, тут образуется мешочек, на это мы не смотрим. Если бы мы прямо вот так вот сошли выточку вот сюда на нет, этот бы мешочек ушел. Поэтому мы просто разложим эту деталь так, как будто бы у нас вот здесь, вот так вот, сейчас я лишнее вот так могу приколоть, чтобы оно не смущало. Вот наша следующая деталь. Здесь мы точно так же делаем от нижней. Видите, здесь у нас направление дано. И тоже отмечаем 8 сантиметров. Здесь уже наша задача, конечно же, максимально тоже все делать под линейку, чтобы в итоге у нас получились совсем все детальки ровные. То же самое мы делаем со спинкой. Вот, раз. Ну, вот здесь вот мы, судя по направлению, это будет что-то вот такое же. Раз. Видите, вот здесь наши полоски обязательно должны совпадать. И уже в верхней части мы отрисовываем только нижнюю часть под полоску, потому что вся верхняя часть мы решили, что она у нас будет из основной ткани. Почему мы так решили? Видите, получится сзади как будто бы такая кружевная кокетка. Почему мы так решили? Сейчас я, кстати, проверю кое-что. 21 сантиметр. Так, 21 сантиметр. Да, это будет до белья моего. Просто проверила, потому что вдруг я здесь захочу оставить эту часть прозрачной, и это будет здорово. А тут уже не так все немножко. Вот эта часть у нас, видите, вся основная ткань. Тут немножко лишняя полоска. И у нас вот только вот эта верхняя часть идет из ткани. Из ткани в пайетку берем, раскладываем. Сейчас вы все увидите. Вот раз. Вот здесь вот как бы не хватает кусочка от полоски, но я в любом случае буду полосочки вырезать, чтобы они были ни в коем случае не впритык, чтобы у нас было место их туда-сюда подвигать. Все ткани постираны. Сейчас все, я приступаю. Вот я сейчас еще, что я еще хочу, это тщательно вот отрисовать вот эту боковую линию, чтобы когда мы раскроем, мы увидели с одной и с другой стороны, потому что сейчас мы это будем разрезать. И то же самое с плечом я хочу сделать. Вот. Так, приступаем. Главное, чтобы не было булавочек, по которым мы будем, могли бы мы
порезать ножницы, поэтому там, где мы режем, проверяем отсутствие булавок. Вот, видите? Начинаем. Эта часть нам вообще не нужна. Тут у нас будет оборка. И здесь я сразу подписываю низ полочка, низ спинка. И показываю, что вот так у нас должны все совпадать наши рисунки. Сейчас вы поймете, о чем речь. Здесь у нас сгибов нету, поэтому видите, вот за счет того, что у нас вот здесь была выточка, у нас верхняя точно под линейку, здесь у нас как бы эта выточка перенеслась в промежуток между нашим кружевом и между вот этой нашей полосочкой. Это у нас так и остается. Здесь сейчас я лишнее обрезаю. Так, то же самое на спинке. Здесь мы проверяем, чтобы вот это было идеально ровное. Вот она, видите? Сейчас еще раз проверю. Вот. Это у нас идет полочка, нижняя часть, нижняя напишу, а это спинка нижняя. Вы свои части можете называть как угодно, главное, чтобы вы не путались. Но по расстоянию будет, конечно же, по модели понятно, что это самый низ, это чуть больше. Вот здесь у нас не забываем сгиб. Здесь мы разрезаем. Почему я это делаю вдвойне? Чтобы у нас эти части были стабильные, никуда не уезжали. Видите, здесь то же самое. Наша как бы вот эта вот выточка, она талиевая вот между основной полосочкой и вот этой вот часть, которая слегка как бы по косой. Вот это все важно. Для того, чтобы не запутываться, я сразу складываю вот таким образом. И мы переходим сейчас уже к следующей части. Она просто ровная. Так. Это напишу средняя полочка, это средняя спинка. Вот, видите? Вот как выглядят наши детальки. Вот эти части я, конечно, могу взять более плавным, но я еще подумала, как это отразится на посадке. И может быть, если вот здесь вот получилась именно вот такая форма, как у нас, может быть, и есть смысл оставить именно точно так, как получилось. Видите? Все-таки мы делаем макет не просто так, чтобы вот эти вот углы, если мы здесь добавим, чтобы они потом не вылезли боком, так сказать. Они могут вылезти. И следующая у нас такая уже сложная деталь, это наша верхняя кокетка. Вот здесь хочу чуть-чуть сказать, когда я буду вырезать вот эту часть на ткани, я хочу все-таки вот здесь добавить сантиметр, я же срезала лишним, для того и сделать вырез такой, ну, более чуть-чуть, чтобы была, ну, форма лодочки все-таки. Поэтому вот здесь я пишу +1, срезала я много, все-таки, когда у нас лодочка, мы много не срезаем. Это я уже сделаю на камеру. Вот именно вот эту часть чуть-чуть обратно добавлю, чтобы потом на примерке была возможность вырезать красиво. Ну, вот здесь вот я уже говорила, что мы чуть-чуть вот этот вот сантиметр здесь вот, наверное, все-таки добавим.
Приступаем. Вот так вот раз. Здесь также не забываем, что это центр переда, долевая, сгиб. И здесь у нас центр спинки, тоже сгиб. Это у нас, тут уже видите, чтобы не запутаться, центр спинки. Вот он идет вот так вот. Естественно, когда я буду рисовать на ткани, все линии будут плавные такие вот, там, где нужно, еще раз подровняю, выровняю. Это пока у нас все равно такой черновой вариант выкройки, но практически готов. Вот здесь же я помню, что у нас, вот, смотрите, вот наша спинка. И вот здесь наша полочка, но нагрудную выточку мы решили перенести в боковую часть. А значит, мы от нашей вершины выточки в сторону, сейчас я посмотрю вот сюда, не лежат на мне платья без выточек. Вот она сама у нас появилась. Смотрим, что у нас получается. Вот наш крой, чтобы не путаться, я его пока так и оставлю. И первое, что мы должны понять, это полоска. Полоска у нас 8 сантиметров в ширину. Вот моя ткань, я прям вот так сейчас сверху положу. И, соответственно, видите, как раз одной полосы хватит на одну деталь. Но потом должен этот рисунок повториться на спинку, потому что у нас в боковых швах должен совпадать шов. И, конечно, по центру переда и центру спинки тоже. Мы берем линейку. Смотрим, какие 8 сантиметров нам подходят. Я предлагаю взять примерно вот такой фрагмент. Смотрите, видите, между двумя широкими идет узкая полоска. Ну вот примерно. Сейчас я вырежу чуть пошире со швом. Сейчас посмотрю. Здесь у меня 9, а нужно, чтобы было хотя бы 10. Мы определяемся. И я предлагаю от... Вот между ними 7, вот здесь еще 1. Если мы потом вдруг захотим какую-то, мы еще сверху можем полоску пришить. Поэтому я предлагаю, я взяла ручку, чтобы вы понимали, что я делаю. Вот отсюда у меня примерно будет вот так в готовом виде, но нам нужно еще сантиметр на шов. Поэтому я пока, чтобы с запасом режу от этой полоски до, ну пускай... до вот этой, вот видите, вот это расстояние, потом мы будем искать дальше, то же самое, мы можем сразу его найти, нам нужна двойная, единичная, и вот следующее уже идет сразу отлично. Сейчас мы начнем с первой резать, это пока аккуратненько, очень аккуратно откладываем в сторону и начинаем резать, вот, берем. Восемь. Здесь я уже нарисовала. Берем с запасом, делаем посередине вот шариков. Мы помним, что это хлопок, что он не будет эти полоски туда-сюда, что поэтому мы сейчас чуть-чуть делаем с запасом, все это вырезаем дело. И уже будем подгонять при сметывании, при сборке. Я думаю, что мы сметывание и сборку покажем отдельно. Вот наша полоска. Вот здесь прекрасно впишется в любом месте. Вот, вообще великолепно, да, вот видите. Учитывая, что это еще хлопок, он еще подтянется, вот как будет. Я думаю, хватит или нет. Нет, здесь точно хватит нам и на швы, и на все. Но следующие можно даже вырезать чуть-чуть шире, чтобы был запас. Вот, примерно вот так. Тогда следующее мы будем резать. Нам нужно таких, по-хорошему, 4 полоски нам такие нужны. Поэтому, смотрите, это был край ткани. Я предлагаю сейчас срезать вот
отсюда вот до прям вот до этой вот белой штучки, видите? Потом опять это раз полоска, видите, вот все совпадает. Потом то же самое мы делаем, вот смотрите, отсюда. Это вот второе мы где будем. И вот до сюда. Получается, что вот это у нас 2 идет. Потом, чтобы не путаться, точно так же я еще отмечу 2. Вот раз. Видите, тут даже разные. Вы понимаете, что тут даже они нашиты на разную основу. Но нам главное, чтобы вот совпадали прямо идеально именно наши части. Вот здесь вот можно прямо вдоль. Прям где-то вот так вот вдоль резать. Так, раз, два. Вот, смотрите. 3. 4. Сейчас я нарежу эти полосочки и вернусь в наш эфир. Так, смотрите, вот эти 4 полоски у нас идут 1, 2, 3, 4 детали, они будут со швом. Здесь я нарисую стрелочки вниз. Я вышла из кадра, сейчас вернусь. Стрелочки вниз, вот где сгиб, чтобы было понятно, куда вот эти вот полоски все двигаются. И сейчас я откладываю 4 вот эти детали. 4 полоски, это все нужно очень внимательно делать. И оставляю это до сборки, ну, сбоку стола. Дальше вот эти детали мы вырежем из льняной ткани. И вот эти 2 детали нам нужно вырезать по нашей полоске. Ну вот примерно в идеале. Видите, у нас и должна вот эта полоска быть низом вот этих вот кокеток. Поэтому я беру, пока вот так вот оставляю, срезаю низ. Срезаю низ, дальше беру, ну можно даже ткани хватает, внимательно сейчас нужно проколоть булавочками. Начало, видите, пайеток. В принципе, это очень легко сделать. Сейчас я посмотрю, хватает или нет. И потом при подготовке к примерке, видите, не хватает у нас, поэтому мы будем делать по элементам. Вначале вот 1. Мне кажется, что тут шить? Вот так вот буду прикалывать. Ну да, все правильно. Буду прикалывать вот таким образом, чтобы у нас вот эти вот линии были ровные. Вот здесь я уже говорила, я чуть-чуть добавлю горловинки по центру. И вот здесь у меня еще должен быть шов. Я пока приколю, но вырезать буду потом, потому что у меня здесь должен быть шов. Сейчас я возьму ручка для пара, чтобы вы все понимали, как это будет в готовом варианте. Это наша верхняя кокетка. Здесь я должна добавить сантиметр на шов. Вот так. Понятно, что вот здесь сантиметр на шов. Вот здесь еще до шва я добавляю, эта ручка уходит от пара, 1 сантиметр на саму модель, плюс тоже 1 сантиметр на шов по горловинке. И в плечо у нас тоже 1 сантиметр на шов. Ну, здесь вот тоже пусть будет с запасом. Я здесь буду ориентироваться по нижней линии. Вот такая деталь у нас будет по полочки. Потом следующий я рассмотрю, где у меня начинается следующий фрагмент. Вот у меня следующий фрагмент. Здесь я могу не поместиться, поэтому я ткань переложу вот с той стороны. Либо я могу взять через фрагмент, это вот я объясняю, я надеюсь, что все понятно. И следующую деталь, но я потом перед следующим видео вот эти детали внимательно вырежу. И на спинке у нас просто везде идет по 1 сантиметру на шов, но учитывая особенность ткани, я буду где-то ориентироваться по полоскам, где-то возьму чуть больше. Вот будет наша полочка и спинка. Наши детальки, вот эти я пока откладываю. И приступаю к раскрою льняной ткани. Вот наша ткань. Кстати, смотрю, что она сильно села после стирки, но я ее прям отбеливала, стирала в стиралке. Поэтому хорошо, что купила с запасом. Можно было купить чуть меньше, ну ничего страшного. Лен не очень дорогая ткань, поэтому куда-нибудь пригодится. И здесь мы должны понимать, что все центра должны совпадать. Все вот эти вот
Прогибчики мы максимально оставляем как есть. Вот здесь выточку, конечно же, это тканевая, ничего до примерки не обрезаем. Рисуем такой домик. Все швы по 1 сантиметру, которые между собой вот по полочке и по спинке. Боковые швы можно взять 2 сантиметра, но еще мы должны понимать, что сыпучая ткань, в зависимости от вашей сыпучей ткани, можно взять по 1,5 сантиметра швы, но при этом обязательно помнить, что мы взяли 1,5 сантиметра швы. К следующему видео я вырежу все детали, я думаю, у вас максимально все получится. И в следующем видео вместе с вами мы будем заниматься сметыванием этого платья, потому что здесь придется потрудиться, показать вам, как правильно вметывать полосочки, как соблюдать рисунок. Также отдельно мы поработаем с низом изделия, чтобы на примерку подготовить вот этот вот волан. Поэтому на сегодня все. Пишите комментарии, понравилось ли вам видео, интересно ли вам наблюдать за творческим процессом. И, конечно же, я напоминаю, что наше платье, несмотря на то, что оно полумакетным способом, оно сделано по базовой основе 10 мерок, которая дает нам возможность не только шить классику, но и какие-то дизайнерские вещи. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаю, что вы были на модных практиках. С вами была я, Ольга Паукште, и вся наша большая команда. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч. Пока!